Привет, друзья! Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня 2 декабря 2025 года. Вчера или позавчера на канале «Говорит Великий Львов» вышел свежий выпуск передачи «Формат девчат». Он называется «София Особа. Фарион предвидела трагедию». Дальше идет про угрозы со стороны секты Зинченко и вопрос, будет ли новый ген украинцев. В этом формате, в этой передаче София Особа, дочь Ирины Фарион, вместе с ведущими Натальей Струк, Марьяной Герняк и Роксоланой Кикерчук обсуждают суд над подозреваемым, над обвиняемым в убийстве матери Софии, угрозы от секты Зинченко, влияние Фарион и, конечно, национальную идентичность. Ссылка на видео будет в описании. Я это видео пересмотрел несколько раз, и теперь мы с вами нырнем глубже в ключевые моменты. Особенно в ту цитату о нации некрофилов, которая снова взорвала эфир. Я пособирал информацию из открытых источников, от архивов НТА. Это львовский телеканал с националистическим уклоном, до соцсетей и статей о Фарион. И да, друзья, это не просто болтовня. Тема «Украинцы как нация некрофилов» – это не выдумка, а прямая цитата Ирины Фарион, которую ее дочь София Особа, она же София Семчишин, но в публичном пространстве часто Особа по девичьей линии или псевдониму, повторила в эфире формата девчат несколько раз. Давайте разберем по полочкам. От формата шоу до сути заявления, от внешности до ассоциации с трауром. И попробуем ответить на вопрос, неужели это реально ведущая идея украинского национализма. Спойлер такой, источники подтверждают, что это не случайная фраза, а часть риторики фарионисток. Итак, формат девчат. Что это за тусовка и почему София там раскрылась? Формат девчат – это еженедельный подкаст-шоу на канале НТА, Национальное телеканальное агентство, львовский проукраинский ресурс с акцентом на язык и идентичность. Обычно ведущие 3 девушки, редактор канала и 2 профессионалки, как я их назвал, которые обсуждают феминизм, язык, политику и женские темы в национальном ключе. Формат легкий, как кофе-брейк, 30-40 минут болтовни за камерой с элементами сторителлинга, но часто скатывается в лозунги и эмоциональные всплески. Полезного там кот наплакал, согласен. Больше эмоций, чем аргументов. Но в последнем выпуске, позавчерашнем, судя по свежим упоминаниям, в этот выпуск вошла 4-я участница, это София Особа. Она дочь Ирины Фарион, убитой в июле 2024 года. До этого София появлялась эпизодически. У нее тихая, отрывочная речь, больше слушала, чем говорила. А тут, друзья, бабах! Связные монологи, логические цепочки, аргументы с примерами из истории и лингвистики. То ли курсы прошла, то ли с психологом поработала, то ли еще что-нибудь приняла. Из собранной инфы после смерти матери София взяла на себя эстафету. Она ведет соцсети, пишет книгу о Фарион, по ее словам в интервью ТСН. Активно комментирует угрозы семьи и даже просила госохрану в январе
2025 из-за хейта в сети. Это, видимо, и дало импульс. Она не просто гостья, а, так сказать, наследница миссии. Ее речи затмили остальных. Да, профессионалки НТА показались бледными поганками на фоне этой логической машины. София не просто повторяла мамины тезисы, а развивала их от языка к идентичности, от идентичности к смерти за нацию. Внешность Софии, я обратил на нее внимание. И знаете, друзья, я вспомнил Филиппа Киркорова. Это субъективно, но давайте разберем. В кадре София упитанная, темные волосы, но глаза, эти выразительные, чуть прищуренные глаза с драматическим блеском. Чистый Филипп Киркоров. Не про лицо в целом. Оно, как я отмечаю, оставляет желать лучшего. А про этот сценический взгляд, гипнотизирующий, как у поп-короля на концерте. В шоу она использует его для акцента, когда цитирует мать или бьет по аргументам. Глаза зажигаются. Сравнение не обидное, а комплимент. Киркоров мастер харизмы. И София в том выпуске именно так и выдала. Харизматично, затмевая подруг. Если бы не контекст, можно было бы пошутить. От мамы язык, от папы шоу-бизнес. Отец Софии Семчишин, но о нем мало инфы. Не публичная фигура. Ну, в общем, известно, что София в один из периодов своей жизни очень и очень увлеклась Филиппом Киркоровым. Но давайте к сути. Суть во фразе «Украинцы – нация некрофилов». Это что, друзья, комплимент или диагноз? Разбираемся. Здесь вот находится самое мясо. София повторила цитату Ирины Фарион трижды. «Украинцы – это нация некрофилов». Звучит шокирующе, да? Как будто комплимент. Мы любим мертвых героев больше, чем живых. Но на деле это про культуру почитания павших, где смерть на фронте становится национальным почетом. Фарион и дочь за ней видят в этом силу. Нация, которая гордится некрофилией, якобы устойчива, потому что готова жертвовать. Хороший националист – это мертвый националист, если перефразировать известную поговорку. И они этим гордятся. Не вся Украина, уточняю, а конкретно фарионистки. Ирина, София, ведущие формата девчат и их круг, сочувствующие из свободы и лингвистических кругов. И, друзья, это не новая идея. Ирина Фарион, филолог и экс-депутат от «Свободы», годами строила риторику вокруг слабой нации, которая позволяет себя унижать русским языком и культурой. В 2019-м она звала русскоязычных рабами или оккупантами. А в 2023-м СБУ завела на нее дело за дискриминацию военных ВСУ, говорящих по-русски. Некрофилия из ее поздних текстов и видео, проект «Ген украинцев» на НТА, где она романтизирует УПА, жертвы Голодомора и АТО, как мертвых ангелов наций. София в шоу развивает это не про смерть, а про вечность через жертву. Но да, становится не по себе. Особенно, когда это подается как принуждение к рядам. Никто добровольно не хочет.
погибать за почести. Но в их логике это гордость, это комплимент, это идол. Я проверил источники, да, и эта фраза позиционируется как ведущая идея в узком националистическом движении. В архивах «Свободы» и блогах «Фарион до убийства» десятки упоминаний о культуре мученичества как основе идентичности. Не вся Украина. Опросы показывают, что 70% украинцев за мир и интеграцию, по данным КМИС 2025 года. Но для когорты фарионисток, да, это их манифест. Теперь про ассоциации. Цвет красно-черный – это цвет траура и одновременно цвет УПА. Еще один штрих из выпуска. Студия девчат в красно-черных тонах. София отметила, это цвет УПА наших героев. Можно сказать, что да, красно-черный флаг – это флаг Украинской повстанческой армии, символ радикального национализма. Но ассоциация с трауром в еврейской традиции. Черный – это траур, красный – кровь, жертва, как в кидуше. Фарион, будучи львовянкой, знала эти нюансы. В ее лекциях «Курсы з культури української мови» она связывала цвета с кровью предков. Неужели некрофилы? Вопрос риторический, но да, это их эстетика. Смерть как красота, траур как гордость. В студии это не случайность. Фон усиливает нарратив. Дескать, мы – нация воинов-мучеников. Что же дальше? Я хочу поздравить Софию. Из Тихони превратиться в звезду формата девчат – это реальный прорыв. После смерти матери, которая произошла 19 июля 2024, она не сломалась. Видео с камер, книга, активизм – все это она пережила. Но, друзья, тема некрофилии – бомба. Она может разжечь хейт. София уже получала угрозы. Будет ли эскалация в национализме? Следим, смотрим. НТА усиливает контент. Свобода набирает обороты. А София превращается в новую икону. Икону, для которой лозунг «Украинцы. Нация некрофилов» ведущий. Друзья, что думаете? Это комплимент или патология? Пишите в комментах, лайкайте. Подписка и до новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков. Пока.